Если вдруг ты подумал, что в этом видео я расскажу, что будет в 6 главе Poppy Playtime и разберу все секреты 5, то ты абсолютно прав. Мы посмотрим на всех новых персонажей, на все интересные записки и кассеты и составим теории вместе. Всем жителям YouTube привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! В феврале вышла долгожданная 5-я часть Хаги-Ваги, которая находилась в разработке всего год. Обычно этого времени хватало, чтобы делать новые главы, начиная с 3, но в этот раз фанаты заподозрили что-то неладное и начали строить теории, что 5-я глава лишь часть финала. Хоть и разрабы на своем Discord-сервере и не только пытались всячески подогреть интерес к новой части, множество надежд разрушил вот этот человек, который слил внешность главного злодея прототипа за день до выхода главы. Многие скептики начали обвинять его в том, что он лжет, и прототип явно не может быть таким. Но ровно через сутки мы все же услышали победные выкрики. Хочешь покупать топовые игры за копейки и не пропускать жирные раздачи? Тогда тебе точно в игровой подвал. Здесь ты найдешь сразу и игровые новости, которые отбираются и публикуются ежедневно. Конечно же, самое сладкое – это посты с бесплатными раздачами, о которых молчат. Скидки на игры до 90% в Steam, Epic Games и не только. Гайды и находки, которые реально экономят время, и, конечно же, розыгрыши топовых игр, которые проводятся каждые 500 подписчиков. Всю эту имбу показывают именно тебе бесплатно. Тебе не нужно часами мониторить магазины. И такой канал обязан быть у каждого геймера в телеге. Так что если его нет, пришло время это исправить и подписаться на игровой подвал. Ссылка в описании. Эксперимент 10.06. Знакомьтесь. Вы спросите, зачем ему руки от мамочки Хаги и других? Хрен его знает, ведь они не просто к нему не вписываются, так еще и противоречат главному – логике. У него и так есть огромный паукообразный протез, в котором хранится гель Poppy, который, к слову, способен по факту делать носителя неубиваемым, о чем нам все время говорили и писали в отчете эксперимента 817. Зачем прототипу других части и почему Кэтнап рисовал его совсем иначе и даже создал для него чучело, которое с реальностью не имеет никакой связи. Эти факты разозлили фанатов, и даже бывший сценарист первых 3 глав сказал: изначально сюжет должен был развиваться совсем иначе, но в сценарий внесли значительные правки. И на тот момент у команды не было окончательного дизайна главного злодея. И ты можешь прямо сейчас увидеть старые концепты, в том числе фанатские арты, которые повлияли на видение. А ранняя версия прототипа напоминала святилище Кэтнапа из 3 главы. Его тело состояло из обломков, человеческих конечностей и фрагментов других игрушек. То есть, грубо говоря, в один момент студия решила не только поменять направление сюжета игры, но и халатно выбрать рандомный облик для прототипа. В целом, на мнение фанбазы повлияло не только это. Скучный и затянутый геймплей, малое количество тайн и секретов, которыми, казалось бы, должна была кишить лаборатория и в целом буквально дно всего завода Playtime. Буквально забытое богом место, в котором хрен пойми, что происходит. Такой вайб лично я почувствовал только в самом начале игры, и все. Ну и добило, конечно же, то, что игра не закончена, и будет еще 6-я глава, а в конце этой мы лишь увидели снова доктора Харли Сойера, который оказался самым сложным противником еще в 4-й главе, но теперь все же вернулся. При этом по итогам мы имеем: Хаги и Кисси были убиты, вроде как. Поппи с разбитым лицом украл прототип в конце игры и, скорее всего, явно не планирует прятать ее снова в кейс, как он это, кстати, сделал давным-давно, о чем говорится в кассете. Если что, напомню, Поппи является дочкой директора фабрики Элиота Людвига, который всеми силами пытался спасти ее от смерти, и поэтому через множество экспериментов над другими людьми, прикрываясь созданием новых игрушек, оживил девочку с помощью цветка мака. Последствием стало то, что она осталась запертой в кукле Поппи, сохранив рассудок и разум. А это ее брат Оливер Людвиг. И нет, я не перепутал картинки, он стал прототипом в рамках первого эксперимента, поэтому имеет с Поппи особую родственную связь. Наверное, кто-то вспомнил Олли из 4 главы. И для того, чтобы освободить себя из-под контроля ученых, еще до всего этого, он организовал час радости, во время которого другие испытуемые перебили практически всех сотрудников компании. После этого прототип захватил власть над всеми игрушками, параллельно с этим пытаясь узнать способ стать бессмертным.
бессмертным, вживляя в себя останки мертвых экспериментов и собирая гель Поппи. А отца кто-то убил и влез в его кабинет. Об этом мы узнаем в новой главе. Сам же прототип по итогам главы остался в живых и явно даже не собирается умирать без нашего участия. А мы вместе с новым героем Джиблетом, механиком, оптимистом и Чамом, который решил куда-то смыться посреди геймплея, должны будем противостоять доктору и прототипу. Или же нет? Что если доктор, наоборот, будет нам помогать? Почему я так решил? Дело в том, что когда все ученые еще жили, а на фабрике кипела жизнь и работа, сознание доктора на всякий случай копировали и копию перенесли в специальный запертый архив фабрики. Вероятнее всего, прототип об этом знал, как и, естественно, о наличии информации о своем уязвимом месте в этом же архиве. Поэтому, видимо, подстроил все так, что вместо получения информации тот, кто активирует протокол, заставит проснуться доктора. Но, возможно, мы сможем его переубедить, ведь я напомню, что по сути это другое существо, которое, как я понял, не имеет к главному герою никакой агрессии, хоть и бросается эпичными фразочками в конце игры. То есть, возможно, доктор и не захочет с самого начала как-то резко помогать нам, но ему придется, ведь у него нет никакой власти в данный момент. Я напомню, что мы полностью разрушили органы злодея, а также забрали его так называемую Омни-руку, с которой у него была полная власть над фабрикой, ведь все двери были буквально для него открыты. Но теперь рука утеряна в самом начале 5 главы из-за Хаги-Ваги, и поскольку в каждой игре нами кто-то командует, в этот раз это будет делать доктор, обманув нас, обещая убить прототипа, ведь сами мы явно не справимся. И возможно, кстати, прототипа он действительно поможет завалить. Какая причина? Что если это ненависть к прототипу? То, что он, например, не спас Харли, когда его мы отключали, или может быть потому, что док узнает, что прототип его использовал, или, например, что сам же Харли Сойер никогда и не был лучшим другом прототипа, потому что в одной кассете он ясно сказал, что хочет забраться так глубоко под фабрику, где ни он, ни прототип его не найдет. Более того, в момент часа радости прототип убил всех, но оставил доктора в живых, чтобы им воспользоваться. Или это вполне вероятно в целом отсутствие какой-либо причины вообще ему помогать. Вдруг у доктора резко появится свой план, как можно захватить власть и обрести полный контроль над всеми, ведь он явно не тупой и, возможно, уже планировал свой план, пока сидел в архиве и ждал нас. А как он узнал о том, что вообще происходит, спросите вы? А зачем же тогда на протяжении всей игры повсюду висели какие-то странные камеры, которые мы могли ломать? Раньше такого не было. Очевидно, что док видел вообще все наши похождения на протяжении всей главы и знает абсолютно все. По поводу захвата власти я не намекаю на то, что будет 7 глава, где мы будем бороться с еще одним вредителем. Я сейчас пытаюсь понять, какую сюжетную заготовку подготовили мобы для нас. Согласитесь, раз уж игру поделили на 2 части, то должно же появиться хоть что-то, что будет менять все в один момент. Если пытаться строить действительно рабочие теории, то нужно понять, что вообще должно происходить в 6 главе. Давай с тобой разберемся. Наша главная цель – уничтожить прототипа. Но 5 глава показала, что убить его обычными методами нереально, но у него есть слабое место, информация о котором хранится в том самом архиве, где орудует доктор. Что если у Харли есть эта информация, и он готов ей поделиться с нами, если мы поможем ему? И тут 2 варианта. Либо доктор захочет сам лично убить прототипа, либо попытается обмануть нас, чтобы в конце, например, попытаться грохнуть и нас. 3 друга – Гиблет, Чам-Чам и Поппи. Поппи, скорее всего, похитил и запер прототип. Зачем? Возможно, потому что она буквально его сестра, и раз уж не вышло добить в тот раз, пусть сидит теперь в клетке. Либо он хочет воплотить свой план, который напрямую связан с Поппи, и без нее прототип не мог до конца делать, что захочет. О чем речь, не ясно, но раз уж игра называется в честь Поппи, что-то должно быть с этим связано. Гиблет – хороший механик, который знает многие ходы фабрики и способен в целом взаимодействовать с электроникой и программами Playtime Co., то есть
взламывать что угодно. Чам-Чам будет нас защищать и помогать физически. И я напомню, что прототип все еще считает его своим прислугой, и это сыграет нам на руку. То есть втроем, учитывая Сойера, мы должны пробраться в логово прототипа, спасти Поппи и предотвратить исполнение загадочного плана прототипа, который обязан у него быть. Просто обязан. Возможно, мы используем какое-то неизвестное вещество или дым, который нейтрализует красный, и таким образом мы сможем убить прототипа, ведь из-за дыма он бессмертный, без него он уязвим. Когда Кисси Мисси в 5 главе выдернула пробку и из его протеза вылез дым, он сбежал, хоть и пытался биться, но сразу понял, что уязвим сейчас. Значит, мы должны это использовать и сделать прототипа смертным. Вот такие теории, ребята. Пишите обязательно свои или чужие, которые я просто пропустил, возможно. Кстати, у меня есть свой собственный канал Пифан, в котором наша команда делится лучшими и качественными игровыми новостями. У нас есть собственный комфортный чатик, будущий сервер с темами в Телеграме и в Дискорде, и даже официальный сайт, где вы сможете стать создателем статей и автором новостей. Добавляйте свои сообщества, если вы разработчик игр, и добавляйте сами игры, которые появятся в списке. А на этом я это видео заканчиваю. Пишите свои теории, а пока что всем пока-пока. До скорого. Удачи!